Топ-5 ГББ пистолетов. Никакой истории, никаких ваших любимых нудных разборов, только распиздяйство и мое неправильное мнение. Даже отстрелов не будет, потому что сегодня немного не об этом. Но если интересно, некоторых участников мы уже отстреливали в предыдущих видео и будем еще. Дисклеймер, заставочка. Сразу скажу, чего не будет и почему. Это не антирейтинг, просто думаю, что у вас может появиться вопрос, почему в топе нет любимого пистолета. Первое. Glock от East Crane. Народный, мать его, пистолет. Неважно какой. TTI, 18, 34, но East Crane и Glock в рейтинге будет. Качество у них на грани плохо и мусор. Не люблю я их из-за того, что ремонтирую по гарантии. И самое удивительное, что ломается у них все. Больше всего удивили внешние стволы, которые раньше стоили около 500 рублей, а теперь около 1500. И не везде они есть, что неудивительно. В остальном у них стандартные глоковские болячки, только постоянно. То есть курок и пружина, досылатель шаров и вся газовая камера, отсекатель и прочие мелочи УСМ. Зато магазин не на пинах, но внутри бывает стружка, которая попадает в клапана. У меня есть Glock 34 от этого бренда. Стреляет он хреновенько, но в общем до сих пор живой, так что некоторые экземпляры работают относительно долго, но плохо. Многие пишут, у меня есть Glock от East Crane и он работает. Вот уже 3 года лежит на полке и работает. У меня есть что на это ответить. В отличие от наших любимых магазинных блогеров, у меня этих пистолетов тысячи. После того, как в магазин приходит ГББ что-нибудь, мы, как нормальные люди, берем ящик газа и заправляем все магазины. И вот в последней партии, после которой я вертел работать с этим брендом, травила треть. Да, в большинстве случаев это была мелочь, и простой подтяжки болта на пятке хватало, но их сотни. И некоторые пистолеты не работали вообще. Ушла куча времени на ремонт, а пара вообще ушла в итоге на запчасти. Не горит у меня, все хорошо. Второе. Беретта любого бренда. Это хороший пистолет, некоторые даже его считают красивым. Серьезно. Лично мне не нравится его эргономика и очень толстая рукоятка. Мне вообще пышки не очень нравятся. И предохранитель в таком месте, за которое я его взвожу. Ждали, что я скажу передергиваю? Не на том вы канале. В остальном это хорошие пистолеты. Длинный стволик, большой магазин и проблемы с ними нечастые. Хотя, как и на боевом, иногда ломается кожух-затвор. Апы! Серьезно, прикиньте, сумасшедший рейтинг. Честно, я вообще их не перевариваю. Если для проектов типа базы под грозу или ПП-2000 вопросов нет, идеально. Но как полноценный пистолет, тут без меня. Он легкий, прикольный, но мое отношение к страйкболу немного серьезнее. И я никак не связан с аирсофтом и подобными вещами. Хотя нечто подобное в топе будет. Но я куплю его и попробую с ним поиграть на пистолетках. Может, я не прав, просто еще не понял, зачем существует этот покемон. Пираньи от G&G. На мой взгляд, это шикарные пистолеты, наверное, даже лучшие, но дорогие, покемонские и редкие, поэтому считаю, что в топе им не место. Зачем помещать в топ то, что нельзя купить? Но хочу, чтобы вы о них знали и не забывали. Хотя бы посмотрите наше видео о них, а то всем плевать на него, и это как-то несправедливо. И последнее и самое очевидное. Древние и редкие. Типа P08, Браунинг, Маузер и подобное. Думаю, сами понимаете, что это не для игр, а скорее для кайфа или антуража. Но они реально кайфовые. Казалось бы, хорош говорить, давай к рейтингу, но нет, теперь коротко вообще о страйкбольных пистолетах. Вы, конечно, знаете, что видов, грубо говоря, 2. Спринговые мы в расчет не берем, у них общего со страйкболом, наверное, только диаметр стволика. Первые электропневматические, то есть как и наши привода, они называются АЕП, почти как АЕК. Расшифровывается и переводится это как автоматические электропистолеты, то есть они все имеют 2 режима огня, даже Desert Eagle. И о таких пистолетах, я надеюсь, мы говорить больше не будем никогда. Вторые это герои нашего выпуска, газовые, ГББ. Они бывают на СО2 и на грингазе. ГББ расшифровывается как газ blowback. Это значит, что затвор при стрельбе двигается как на огнестрельном, досылая шар из магазина в патроник и встает на боевые упоры. То есть, конечно же, имитируя как твоя бывшая. Еще есть НГББ. Это то же самое, только ничего даже не имитирует. N вначале говорит о том, что это не газ blowback, хотя только не blowback, а газ есть. Кстати, боевые тоже встречаются без blowback, и существует страйкбольная копия. Предлагаю тебе поставить на паузу и написать в комменты, если знаешь, о чем я, а если не знаешь, то не переживай. Думаю, очень скоро мы сделаем выпуск со сравнением таких пистолетов, поэтому не теряйся и подпишись на канал, у нас бывает интересно.
Рейтинг именно ГББ. И наконец мы к нему и подошли. Хайкапа от Исткрейн. Не люблю хайкапы и не люблю Исткрейн, но для полноценных игр для начала хватит максимум заменить резинку хопа. Надежность у них относительно Исткрейна приемлемая. Внутри все скопировано как обычно у Tokyo Marui, а значит из запчастей с тюнингом на него вагон. Если размер и хват устраивает, то можно брать и играть. Плюсы это цена, копийность, надежность, универсальность и тюнингопригодность. Чет слишком много достоинств. Минусы. Конкретно у Исткрейн это лотерея по качеству. Может попасться очень хреновый экземпляр, но это редко. Да и вообще материалы изготовления и сборка соответствуют цене. Стреляет из коробки плохо, как минимум хуже всех в сегодняшнем топе. Ну и размеры не всем ляжет в руку, перед покупкой обязательно пощупайте. Четвертое место. 1911 от ВФЦ. Объективно 1911 не самые лучшие пистолеты для профильных игр или тренировок, тем более на Грингазе. Но как вторичка, я думаю, что очень даже отличный вариант. В конце концов, мало кто скажет, что ВФЦ плохой бренд, а еще он есть в наличии и по адекватной цене. В топе он по двум причинам. Во-первых, стальные детали. Они имеют серийный номер, и это внушает доверие и серьезное отношение. Во-вторых, настройка хопа через направляшку. Это очень здорово. Даже у Geek это немного заморочнее. Стреляет очень здорово. Можете посмотреть в прошлых выпусках. Из минусов, естественно, маленький магазин в плане газа. И дороже всех в топе. Третье место. VE от Galaxy. Это единственный пистолет от VE в рейтинге. Лучше посмотрите наше сравнение этого пистолета с Сапой, но если она вам нравится, то не стоит. Думаю, все фанаты пластиковых покемонских пистолетов от меня уже отписались, поэтому коротко расскажу про Galaxy. Многие думают, что это какой-то странный кусок VE, но у него есть боевой прототип Рюгер. Я не люблю VE, но именно этот меня удивил. Это пистолет, с которым можно идти играть из коробки во все игры. Тяжелый, но это компенсирует отдачу. Какая там нахрен отдача? Небольшая, но при удержании одной рукой метко и быстро стрелять мне понравилось больше, чем из Апы. Тем более автоматическим огнем. И так как многие любят удлинять все короткое, в комплектации L есть место для более длинного стволика. Плюсы. Разнообразие моделей под разные магазины, соответственно и хват, разные режимы огня, длины ствола, большой выбор цветов и в конце концов он очень прикольно работает. Минусы. Цена выше, чем любые классические модели этого бренда и, конечно же, Апы. Настройка хопа неудобная и его не рекламируют Евгенич и прочие лидеры мнений. Про маркетинг мы поговорим в отдельном видео. Второе место. Glock 17 Gen 4 от Tokyo Marui. Я фанат японского автопрома, так получилось, я в этом не виноват. Японцы делают вещи. Поэтому есть немного предвзятости. Да и просто какой топ без Tokyo Marui, хотя бы просто из уважения. Огнестрельные глоки очень надежные, а вот страйкбольные наоборот. Они имеют массу болячек, но тем не менее продаются лучше всех. Опять же, пропаганда и реклама, добро пожаловать. В отличие от почти всех брендов, у которых поколения отличаются только внешне, Tokyo Marui меняется и внутри. Первое. Во-первых, усилили курок. Это самая ломающаяся деталь. Второе. Усилили слайд. Это часто ломающаяся деталь у Tokyo Marui. Третье. Усилили возвратную пружину. Кстати, как и на боевом. Проблема заедания исчезла. Четвертое. Изменили форму колеса на курке. Теперь это вообще не колесо. Остальные изменения внешние и незначительные, хотя тоже приятные. И снова обзор сравнения с ним у нас есть на канале. Теоретически пятое поколение еще лучше, но до него я еще не добрался. Дорогая штука. Короче, стреляет классно, работает здорово. Море тюнинга и из минусов только ощущение пластика на слайде. Ну и дорожает, зараза. И вот, наконец, финал. Барабанная дробь. Первое место по версии канала Территория Страйкбола, хотя, откровенно говоря, мой личный в рейтинге ГББ пистолетов. КЖВ ЧЗП-09. ЧЗ-75СП-01 тоже кайфовый, но надо было выбрать один. Многие точно не согласятся, и это не для комментариев под видео. Проблемный ли это пистолет? О да, многим он порядочно треплет нервы. Так какого тогда хрена? Несмотря на то, что он такой косячный, им пользуются многие стрелки. Мне кажется, это не просто так. Лично я его выбрал, потому что занимаюсь ремонтом и тюнингом страйкбольного оборудования. И так уже надоели эти цимы, LCT, Исткрейны, особенно Исткрейны. Поэтому я люблю интересные модели. И так как многие говорили, что этот пистолет проблемный, меня он заинтересовал. Хотелось иметь опыт ремонта и выявить болячки. И чтобы никто не стоял над душой при этом. И чтобы было еще веселее, я купил его на барахолке с травящим магазином. К сожалению или к счастью, у меня до сих пор он работает без проблем, но отстрелял из него, честно говоря, немного. А еще мне понравился огнестрельный прототип.
И сейчас будут комбо-дифирамбы. Какой пистолет считают лучшим во Второй мировой войне? Правильно, Браунинг High Power. Им пользовались все стороны конфликта. Впрочем, это уже совсем другая история. Знаете, какой пистолет называют улучшенным High Power? Ну, вы поняли. Из всех популярных пистолетов у него у единственного кожух-затвор находится внутри рамки, а не наоборот. Из-за этого низко посаженный ствол, меньший подброс и удобный хват. Кстати, ЧЗ очень неплохой бренд, который выкупил часть Кольта. Многие спортсмены предпочитают СП-01, но это, возможно, опять же маркетинговая фишка. А КЖВ очень неплохой производитель ГББ реплик. На дистанции 60 метров 30-м шаром я могу поразить ростовую мишень. Это, конечно, лишнее и вряд ли потребуется, но мне нравится иметь такую возможность. Плюсы: хорошо стреляет даже в стоке. Удобный и многим ложится в руку. Приемлемая цена, но дороже, чем, например, глоки. Минусы: магазины иногда заканчиваются. Много деталей, которые могут начать плохо работать. Все пистолеты в этом топе хоть и разные, но каждый по-своему в равной степени хороший. Ошибиться в выборе будет очень сложно. Самое забавное, что многие все равно купят Апу или Краноглок. Но решать, как всегда, конечно, вам. Спасибо за внимание.